современного цивилизованного человека трудно переоценить значимость дома. Еще со времен неолита человечество определяло себя по своим постройкам. Здание для мытья, здание для общения, здание для защиты, даже здание для поминовения усопших. Но из всех сооружений, которые человечество изобрело для себя, нет никаких сомнений в том, что дом – это то, на что он больше всего полагается для своего дальнейшего выживания.
является одним из ключевых элементов, который отделяет современное человечество от его более примитивных предшественников. Ни одно другое существо не заходит так далеко, чтобы создать для себя прочное, постоянное убежище. И не относится к таким убежищам с таким почтением и важностью. Почему люди нашего времени питают настолько огромную симпатию к своим домам? Конечно, есть много причин. Но, возможно, в какой-то малой мере, это связано с тем, что мы видим их как отражение нас самих. Анатомия дома такова, что эта аналогия гораздо менее поверхностная, чем может показаться на первый взгляд. Если ее развить, если бы мы препарировали дом, как могли препарировать человеческий труп, мы бы оказались в состоянии выделить и описать его различные придатки и их функции определенно анатомическим способом. Можно даже провести немало прямых сравнений между органами дома и органами человеческого тела. К примеру, давайте осмотрим гостиную. Часто это доминирующее пространство на первом этаже дома, а также, как правило,
центр активности в густонаселенном доме. Гостиная – это, по сути, сердце дома. В то время как человеческое сердце циркулирует кровь, чтобы насыщать конечности кислородом, в гостиную циркулируют люди, деятельность, общение. Именно в этой комнате и кипит жизнь, такая же активная и жизнерадостная, как и подразумевает ее название – Living Room. Сравнение только усиливается, когда мы берем во внимание, что в гостиной часто располагается камин, что превращает ее в место нахождения фактического физического жара. Легко представить себе кухню и обеденный зал как желудок или пищеварительную систему дома, хотя сравнение и сомнительное. В контраст функциональный аналог ванной понятен сразу. Прихожие и коридоры дома – это его вены, обеспечивающие по всему каркасу циркуляцию крови. Лестница имеет абсолютное и физическое, и символическое сходство с позвоночником. Окна выполняют ту же задачу, что и глаза. И любой, кто обогнул поворот или проехал мимо и внезапно встретился лицом к лицу с высоким темным особняком, скажет вам, что трудно отделаться от впечатления, что дом, несмотря на то, что света в окнах нет, это существо, наделенное зрением и разумом.
Спальня – это, пожалуй, та комната, что больше всего ускользает от прямого сравнения в этом контексте. С натяжкой и учетом некоторой поэтической симпатии можно сказать, что спальня недалека от сравнения с человеческим разумом или теми его частями, что отвечают за мышление и воображение. В спальне снятся сны, разгораются страсти, прозрения переживаются рано утром в холодном поту. В спальне люди неизменно проводят большую часть своего времени, хотя и сравнительно малая часть проходит в сознании. И все же эта аналогия не полна. Очевидно, что разум – это чрезвычайно сложная штука. Но спальня олицетворяет думающую, видящую сны часть мозга. А подвал – это те нижние, бессознательные части. В подвале темно, он погребен в землю. Это место – полное паутины, хранящее воспоминания. Прекрасное сравнение, правда? Часто нервирующая неопределенность, возникающая при рассмотрении более глубоких аспектов человеческой психики, похожа на созерцание плавающей черноты, скопившейся на дне лестницы в подвал. Это место, которое мы, детьми, заполняли монстрами, готовыми ждать нас годами в безмолвной тишине. Это место, куда без особого случая мы редко хотим попасть. Конечно, это сравнение при всей его уместности все равно очень грубое. Часто подвал не является чем-то большим, чем просто хранилище с трупами пауков и мокриц. И хотя поэты и психоаналитики без сомнения испытывают ужас при мысли о темном подвале, на самом деле спальня, бодрствующий разум, место сновидений является здесь самой пугающей.
спальне мы наиболее уязвимы. Каждую ночь на несколько часов мы отключаем все восприятие внешнего мира, доверяя дому нашу безопасность до следующего пробуждения. В это состояние крайней уязвимости мы потратим что-то около 20% наших жизней. Кто угодно может стоять рядом с нами, наблюдать за нами, составлять нам компанию до рассвета, и мы никогда не ощутим этого. Мы можем только молиться, чтобы в доме не происходило ничего подобного, пока мы спим. Таким образом, в эти часы спальня кажется не столько разумом, сколько ртом, потому что именно здесь дом, вероятнее всего, нас предаст. Именно здесь мы доверяем себя милосердию дома. Проводим каждую ночь в надежде, что он нас не съест.
Любимый, светлый, родной. So with the noise of the dead and a